Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. При выбросе хлама главное не начать его рассматривать. Да, вот это сказал умный человек. Но поздняк метаться. Во мне уже зародилась творческая мысль. А хорошая мысля, что надо было все сразу выкинуть, сами понимаете, хорошая мысля приходит опосля. Для начала все ткани разберем по кучкам, по цветам и приготовим куски ткани основы. У меня нашелся размер 28 на 28 сантиметров. Это ткани с непонятным рисунком. Теперь в каждом кусочке найдем середину и в центр поместим самый красивый блескучий лоскуток. Ну а дальше уже полная фантазия. У меня все лоскутки в виде треугольников. Это замечательно. Как работать? Пришили лоскуток к одной стороне центральной детали, отогнули, закрепили строчкой. Можно прошить еще раз. Потом прикладываем следующий кусочек. Также прошиваем, отгибаем и закрепляем. Наша любимая техника крейзи. Мы шьем и шьем, мозги в это время отключаются. И что-то, видимо, мне в жизни так не хватало энергии, что я увлеклась этим насыщенным красным цветом, что шила и шила, и никакой другой цвет в работу брать уже не хотелось. Тем более, что все кусочки были треугольной формы. Они так хорошо ложились под иглу. Эту технику работы не случайно называют crazy patchwork, сумасшедший лоскуток. Есть версия, что этот метод шитья из лоскутков применялся в домах для сумасшедших в виде психотерапии. В одном лоскутном блоке хорошо смотрятся оттенки одного цвета, все красные и оранжевые тона.
Я себе придумала, что это или прекрасные розы, или огромные драгоценные камни, рубины или гранаты. И они сияют и переливаются. В работе у меня были ткани разного качества и плотности, и хлопок, и тонкие подкладочные ткани, и шелк, и трикотаж. Но так как я их шью по основе, они прекрасно себя ведут, ложатся ровно. В такой технике работы я шила большое лоскутное одеяло из непослушного шелка. И вот итог. У меня закончились мелкие красные кусочки. Естественно, новые ткани специально резать не будем. Нам вполне хватит обрезков и лоскутков. Сейчас все заготовки тщательно проутюжим и приступим к самому важному этапу – выравниванию. Шили мы по основе, но все равно все тщательно промеряем и отрезаем лишнее. Небольшой совет. Можно из картона вырезать шаблон нужного размера и проверять по нему. А вот теперь уже оценим объем проделанной работы. 8 блоков. Знаю, что сейчас все зрители задаются вопросом, и что же это будет? Вот и я тоже думаю, и что же это будет? Недавно написала в комментариях одна дама, и на что я потратила 10 минут своего времени. Блин, везет ей. Я эти блоки шила несколько дней. И тоже не знаю, на что я потратила столько времени. Но у меня еще остались лоскутки другого цвета. А это значит, что срочно подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Продолжение следует. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!